Всем привет! Меня зовут Мария, и сегодня я расскажу вам о том, как я делала кровать для своей БЖД-куклы. Идея сделать мебель своими руками появилась у меня достаточно давно. В прошлом году я переделывала мебель из фикс-прайса, а еще делала стены комнаты из переплетного картона. Но все это было для кукол формата 1:6. Теперь же мне хотелось повторить этот опыт, только в этот раз с нуля и сделать мебель из более прочных материалов собственными руками. Расскажу о материалах. Мне хотелось, чтобы моя мебель была прочной и относительно долговечной. После первого опыта с переплетным картоном связываться уже не хотелось. Все потому, что готовая стена спустя пару съемок и перестановок с места на место быстро потеряла свой первоначальный вид. Думаю, если так пойдет и дальше, придется немного переделать эти стены. А еще, после того, как я наклеила на картон обои, он изрядно пошел волнами. На фотографиях этого незаметно, но внешний вид портит. Поэтому в этот раз мой выбор пал на фанеру. Во-первых, фанера достаточно прочная. Во-вторых, мне очень хотелось попробовать с ней поработать. Итак, двигаемся дальше. Я стала думать о том, какой именно предмет мебели хочу сделать. Решила делать кровать, потому что схема создания у нее довольно простая. И потому что я подумала, что именно кровать станет прекрасным дополнением к кукольному интерьеру. Решила делать кровать для самой моей большой БЖД-куклы по имени Су. То есть кровать получится в масштабе 1:3. Я подумала, что специально под размер Адель у меня уже куплены стол и стул. И что кровать побольше можно использовать куклам формата поменьше, а вот в обратную сторону уже никак. Тем более у самой Су никакой мебели не было. А еще я подумала о том, что с более большим форматом будет легче работать для первого подобного проекта. Итак, двигаемся дальше. И следующий шаг – это снять мерки с Су, примерно сравнить их с пропорциями настоящей кровати и сделать чертеж. Чертеж был довольно примерный. И думаю, в следующих своих проектах мне стоит подойти к этому шагу более ответственно. В этот же раз мне ужасно хотелось поскорее начать работу. Думаю, именно из-за этого у меня возникли некоторые проблемы в дальнейшем. Сначала я думала сделать буквально маленькую копию настоящей кровати. Потом я решила изменить чертеж в угоду прочности изделия и экономии материала. Когда чертеж был готов, пришло время заказать фанеру и 2 деревянные планки. Теперь нужно было перенести получившиеся мерки на фанеру. Уж и намучилась я с этими ровными линиями. У меня было 2 линейки и угольник, и ни у одного из них не совпадали размеры друг с другом. Уже впоследствии я задумалась над приобретением специального измерительного инструмента. Ну или мне придется приноровиться с опытом. Между деталями я решила оставлять безопасное расстояние в 5 сантиметров, чтобы в случае чего у меня была возможность подправить деталь. Когда все было готово, нужно было приступать к самому главному – к выпиливанию деталей. Хочу сказать, что пилила я в последний раз довольно давно, в детском возрасте под присмотром моего прадедушки. Так что опыта у меня, считайте, никакого не было. Зато энтузиазма было хоть отбавляй. У меня было всего 3 инструмента – детская пила мужа, лобзик и обычная пила. Детскую пилу мне выдал папа мужа, видимо, недооценив масштаб затеянного мной проекта. Она оказалась мне, конечно же, мала, что неудивительно. Лобзиком я планировала пользоваться с самого начала. Заранее купила для него полотна. И еще очень удивилась, почему их так много в упаковке, целых 50 штук. Вскоре мне предстояло это узнать. Когда я начала работать лобзиком, то удивилась, насколько быстрее и легче идет дело. Правда, было одно «но». Полотно лобзика ужасно виляло, ходило из стороны в сторону, а когда я пыталась исправить положение, и вовсе ломалось. За 10 минут работы у меня ушло примерно 5 полотен, а сам срез был довольно неровным. В конце концов, я решила переключиться на пилу. И дело пошло. Не сразу, конечно. Сначала мне нужно было распилить мою фанеру пополам, чтобы было удобнее работать. Пилить было довольно сложно, и я не сразу приноровилась. Но я горела желанием, и сам процесс очень меня увлекал. После распила фанеры на 2 части нужно было приступать к выпиливанию деталей. Тут мне уже пришел на помощь папа мужа и подсказал, как сделать так, чтобы было удобнее работать. И дело пошло быстрее. Каждая следующая деталь получалась все лучше, а ее спил ровнее. Всего на распил деталей я потратила часа 3, и к концу работы чувствовала себя усталой, но жутко довольной.
Я решила отложить инструменты, привести мое рабочее место в порядок и немного отдохнуть перед следующей частью работы. На следующий день наступила очередь молотка и гвоздей. Мне нужно было скрепить детали между собой. Основой кровати служили деревянные планки. Их я распилила довольно быстро. Именно к ним по плану нужно было прибивать детали, чтобы скрепить их между собой. Сама работа молотком никаких ощутимых трудностей не вызывала. Я даже ни разу не заехала им себе по пальцам. Правда, один раз неправильно прибила планку к детали. Пришлось вытаскивать гвозди и все переделывать. Но в общем и целом я довольно быстро справилась с этим пунктом работ. Каркас кровати у меня был готов. В изначальном моем плане после этого следовал этап с покраской и декорированием. Но мама мужа посоветовала мне попробовать оббить кровать мебельной тканью. И я подумала, что это отличная идея. Меня и саму немного смущало то, что получившаяся заготовка имела довольно тонкие стенки и оттого была совсем не похожа на настоящую кровать. Так что на следующий день я отправилась в магазин за мебельной тканью и специальными мебельными гвоздями. Удача была на моей стороне, и в магазине оказался огромный выбор всевозможных расцветок и размеров нужных мне тканей. Я так обрадовалась, что накупила целый мешок с мыслью о том, что мне это все наверняка пригодится в других моих проектах. Еще я купила синтепон. Именно с его помощью я хотела создать желаемый объем у стенок кровати. Принеся все домой, я принялась за работу. Для пущей долговечности и чтобы ткань точно не отошла от стенок кровати, я не только прибивала ее гвоздями, но и проклеивала клеевым пистолетом. Этот момент был максимально наполнен творчеством. Можно было расслабиться и думать только о том, как сделать работу красиво. Я не стала украшать спинку кровати декоративными гвоздями, как хотела изначально, из-за того, что побоялась, что допущу ошибки, и решила оставить кровать в строгом классическом стиле. Мне очень нравится цвет ткани, который я выбрала, такой глубокий, благородный синий. Самое то для спокойного сна и отдыха. Кстати, основание кровати я решила укрепить металлическими уголками, закрепив их на саморезы, чтобы основание не ходило ходуном и у гвоздей не было и шанса разболтаться. В этом моменте можно увидеть, что я немного ошиблась с размером планок, отчего потребовались уголки разного размера, чтобы скрепить основание. Можно уже примерить куклу и посмотреть, удобно ли ей будет на этой кровати. Думаю, для удобства ей кое-чего не хватает, а именно постельного белья. У меня уже был опыт в его пошиве, когда я переделывала мебель в прошлом видео, поэтому здесь проблем не возникло. В магазине я увидела просто волшебную ткань, которая, как по мне, больше всего подойдет для СУ. Из нее я сшила полный комплект. 2 подушки, простыню, пододеяльник, куда я вложила кусочек синтепона, и дополнительную 3-ю подушку. Теперь проект можно считать завершенным. Мне очень понравилось работать над этой кроватью. Получилась она куда большего размера, чем я представляла, и куда более красивее. Идея оббить ее тканью, считаю, была самой лучшей. Из-за нее кровать приобрела свой презентабельный внешний вид. Мне очень понравилось выпиливать и забивать гвозди. Да и вообще, весь этот творческий путь, когда идея в процессе создания меняется, преобразуется, становится лучше, очень меня вдохновил. Думаю, я буду продолжать свои эксперименты с созданием мебели для кукол. В завершение хочу сказать, что кровать пришлась по душе не только кукле. Теперь мой кот проводит очень много времени в ней. Забавно, что кровать получилась ему как раз по размерам. Так что все оказались в выигрыше. На этом все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в новых моих видео.